Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это выпуск, посвященный бандитским автомобилям 90-х. Кто еще, как не я, вам расскажет? Человек, которому было в 90-е 5, 6, 7 лет, и который нихуя не знал о каких-то бандитах, там, не знаю, а еще чем-то, перестройке, как, что творится в стране. Но, тем не менее, есть что рассказать. В сегодняшнем выпуске раскроем все тайны. Но сначала небольшая рекламка. Ребят, я очень люблю футболки с принтами, вы все это знаете, кто меня смотрит давно. И, наконец-то, свершилось. Я запустил свой собственный мерч, такое модное слово. Короче, шматье. Вот под такой эгидой. Гопота, it's my style. Футболки, бейсболки, толстовки, чехлы на телефон, чехлы на паспорт разного прикольного исполнения. Все вы найдете по ссылке в описании. Все я заморочился, делал сам, дизайн и так далее. Переходите и выбирайте что-нибудь для души, что подчеркнет вашу индивидуальность и так далее. Ну что, погнали. Итак, давайте, я не знаю, сколько будет на самом деле в этом топе автомобилей, вот честно. Я знаю самые низшие, да, средние и вот самые пиздатые. Вот сколько получится, вот без понятия. Давайте начнем с самого низа. Ну, это девятка. Девятка, но по мне, кстати, больше мне нравится 99-я. Не знаю, как-то она более пизжи, блядь. 99-я, почти сотка. Да? Все прекрасно знают. Во многих фильмах, во многих песнях она была, блядь, воспета там, да, показана и так далее. Зубило это великое, легендарное. До сих пор они кочуют по нашим дорогам. У меня была, кстати, девятина, вишневая, блядь. Ну, что можно, что о ней говорить? Ну, Жига, она и есть Жига, в принципе. С нее, наверное, обычно начинали. Там бандосы, да, она, в принципе, уже такая была в то время, ну, похоже, да, какие-то очертания имела. Иномарки такого гольф-класса, передний привод, опять же, ну, круто, блядь, ну, вкусно, ёпта, по сути, вкусно было. Что еще-то? 9.9, на мой взгляд, была охуительнее. Вот. У нее был багажник, в который можно было, наверное, кого-то запихнуть, наверное, так и делали. Вот. Что еще про нее можно сказать? Недавно был в деревне, у друга есть такая машина, у него жена на ней училась ездить, он ей купил, чтобы она обучалась. Вот, хотел на ней прокатиться, блядь, она не завелась. Вот. Жига — это единственная машина, блядь, ну не единственная, есть еще из русского автопрома автомобили, который просто может сломаться стоя. То есть ты, блядь, приехал вечером на ней, слава богу, добрался там, да, куда тебе надо, а с утра встал, а она не заводится нихуя. Вот так вот. Я помню, да, у нас в семье была это тоже девятка. И у меня потом лично была девятка. Я помню, как я ковырялся в ней. У меня постоянно были руки и ногти, блядь. И все черное, нахуй. В мазуте в этом ебаном. Обязательно надо было с собой возить просто огромную, блядь, коробку инструментов, блядь. У меня был такой вот кейс, блядь, знаете, которым в школу ходили. Как он назывался-то раньше? Дипломат, ебаный насос. Вот. Вот у меня он был, блядь, там что только не было. Еще было в багажнике, еще полмашины, блядь. Вот. Вообще у меня жиги были практически все. У меня была копейка, 2 шахи у меня было, 7 была, вот, 9, 10, блядь, еще такая самая первая карбюраторная. В общем, нагонялся я на них, начинился, блядь, и все. Больше я не хочу никогда себе Жигули. Вот. Не знаю, блядь, хуй, не хочется даже вспоминать все это очень тяжело. Вот. Давайте едем дальше, да. Дальше, на мой взгляд, следующий автомобиль, который заслужит внимания тех времен, это Audi. Audi бочка или сотка. Более популярная и вот, ну, мне более приятно, это бочка 80-ка. Они до сих пор еще живые, гоняют по нашим дорогам. Все прекрасно знают живучие кузова Audi. Очень тяжело ее, не знаю, блядь, превратить в ведро просто ржавое, блядь. Но находятся и такие умельцы. Недавно я, кстати, хотел себе приобрести данный автомобиль, знакомый там, у него батя продавал его, но он залупил очень большую цену, тем более автомобиль был, ну, третьего поколения, был B3, вот, мне больше нравится как-то B4, он посовременнее кузов. Короче, в итоге я его брать не стал, блядь, ну, не стал заморачиваться, думаю, ну и хуй с ним. Сотка, Сигара, тоже была, в принципе, популярная тачка.
ну, не настолько популярным. Вот 80-ка прям завоевала любовь. И, ну, реально у нее очень большой ресурс, на ней можно двигаться и сейчас. Ну, правда, блядь, конечно, в потоке ты будешь в Москве выглядеть, блядь. Вот сейчас этой машиной можно даже удивить. Я не знаю, чем вообще можно в Москве удивить кого-то, блядь. Ну, если только какие-то там Панамера или там, ну, гелики еще там на них обращать внимание. Хаммер какой-нибудь. Вот, что-то такое, блядь. А так, в принципе, ну, иномаркой никого не удивишь. А вот в 90-е была такая категория автомобилей, вот иномарка. И похуй какая у тебя иномарка, абсолютно, неважно, блядь. Ну, хоть что, хоть какая, хоть кто, блядь. Даже с правым рулем, блядь, да. Часто нам любители праворуких машин, там, я уже вижу, как меня дизлайкают, блядь. Но я не люблю праворукие машины. Они у нас не пользовались и не пользуются особой популярностью. Есть любители этих автомобилей, всяких там заряженных Марк 2 и так далее. Вот. Но ни в то время, ни сейчас они вот в средней полосе, я не говорю там, да, про Владивосток там, и так далее, там, где это вот, Дальний Восток, вот, где на них ездят, как бы, вот, ну, у нас здесь они в ближайших от Москвы регионах как-то не завоевали популярность, в то время их особо, как бы, тоже и не любили, но даже если у тебя была такая праворукая тачка, блядь, ну, тем не менее, это иномарка, все равно, блядь, как-то хуй его знает, блядь, было уважение, не каждый тогда не каждый мог себе позволить, блядь, не то что иномарку, даже любую простую вообще машину. Тогда автомобиль это был действительно роскошь, а не средство передвижения. Блядь, сраная пятерка не у каждого в семье была там какая-то. Я помню, блядь, у кого-то АК была, блядь, Запорожец, блядь, ёпта, в семье был, блядь, был, заебись, на них ездили, как бы, и не выебывались не особо, нихуя. А что уж говорить там о каких-либо иномарках, да? Тем более, там, если Ауди. У тебя, бля, вот это вот, ну, бля, охуенная машина. Вот. Это сейчас, блядь, не знаю, ну, все, что хочешь. Тогда, может, было на этих тачках просто телок снимать, бля, они те сами, там, блядь, запрыгнут, блядь, и раздвинут рогатку, блядь, сядут на лицо, ёпты, прям, блядь, в этой Ауди, даже если она не тонированная. Вот. Сейчас же их, блядь, ну, ничем не удивишь, они сами себе кредитов понабрали, там, и ездят, там, на всех вот этих вот тачках новых, блядь, вот. Блять, надо было все-таки попить, наверное, перед выпуском. Извиняюсь. Итак, ну а в то время, как бы, бля, если иномарка, ну это пиздец. Никого не ебала какая-то иномарка, бля. Тогда как бы плохих иномарок-то не было. Ну, сейчас их особо нет, если не считать каких-нибудь там китайцев, там, или там Иран Кондора, блядь, какие-то, ну, вот это вот поебень все, да. Вот. Особо никто не разбирался. Это сейчас вот, ну, у девок даже каких-нибудь спросил, знаешь, машина там Kia Rio, да? Знаешь, там, не знаю, Renault Logan, там, да, что-то еще. Он скажет, да, знаю, конечно, я же сама на Солярисе езжу, блядь. Вот. А в то время, как бы, блядь, никто не знал, он просто была марка иномарка, блядь, и все, и как бы, ну, и все был заебись. Правда, это не работает в обратную сторону. Если этих же девок, блядь, поставить и рядом им показать семерку и пятерку Жигули, блядь, они не скажут, где какая машина. Та же история с Шахой и Трешкой. Вот. Короче, Audi в то время бочка, либо сигара сотка. Можно было бы поставить здесь рядом какую-нибудь Вольву. Вот. Мы ее видели также в фильме «Брат». Вот. Блять, ну, лично на мой взгляд, по моим воспоминаниям, по моим проведенным вот этим всем статистикам, да, что я смотрел, не особо она пользовалась как бы популярностью, эта машина. Вот. Да, они были как бы, ну их было не так уж много. В основном, кстати, на них гоняли бабы. Вот. Их было дохуя красных, всяких разных, блядь, красных разных. Вот это я помню, да, что бабы на вот этих иномарках ездили. Всякие жены коммерсов, жены бандитов, в общем, ездили на таких тачках. Поэтому Вольву трогать мы не будем. Вот. Пойдем дальше. Вот. Дальше. Здесь мы тоже расположим несколько автомобилей, даже несколько марок, блядь. Это, ну, внедорожники. Популярные в то время были Jeep Grand Cherokee, Land Cruiser 80-й. Вот. Вечный, блядь, вообще неубиваемый просто автомобиль. Что еще? Pajero. Ну и все такого рода. Не знаю, какой-нибудь Opel Frontera, Nissan Tirana. Все эти машины в то время назывались одним названием. Jeep. Хотя джип из них был только Grand Cherokee.
Это сейчас мы, блядь, знаем там всякую хуйню, там внедорожник, рамный, нерамный, кроссовер, паркетник, какая-то хуйня похожая, блядь, на внедорожник, но по сути это какой-то, блядь, мопед. Но в то время, как бы, блядь, это все называлось джип. Вот типа, блядь, у него там какая-то большая машина, я не знаю, у него джип, ёпты. Бля, нихуя джип, ну все, как бы, пиздец. Блядь, страшные машины на самом деле, блядь, не знаю, я с опаской всегда к ним относился, к таким тачкам, ну, в то время, и как бы, ну, сейчас нет, сейчас, ну, что, ну, внедорожник, они сейчас есть тоже, их все бери. Хочешь дешевый, там, не знаю, блядь, себе спортеч какой-нибудь, да, там, хочешь дорогой, там, не знаю, блядь. Если вы думаете, ну, и хотите сказать, типа, блядь, а где гелик-то, да, почему ты про гелик-то ничего не сказал, блядь? Все дело в том, что в то время геликов как бы не было, бля, ребят. Вернее, как бы они были, но у нас их не было. Гелики появились чуть позже, уже, да, у бандитов, которые как бы стали бизнесменами, коммерсантами. Вот. И они, да, уже пересели на вот эти Гелендвагены. А в то время как бы у нас их не было. Ну, как, не знаю, не привозили там, хуй его знает, что, блядь, ну, не заказывали, может, у нас о них не знали, как не поставляли. И, короче, я в душе не ебу. Но они появились в начале нулевых вместе с этим X5, блядь, который был во втором бумере, что там еще-то. Ну, и дохуя с чем, да? А в то время, как бы, ну, у нас их не было. Хотя я знаю, с каких годов они выпускаются, блядь, я знаю, что вообще они уже, ну, существовали. Но у нас их не было. Хотя, если бы у нас один хотя бы такой был, блядь, не знаю, вообще, хотя бы даже в Москве, ну, это пиздец был бы, не знаю, блядь. Там, ну, это танк, это трактор, блядь. Это было сопоставимо, я не знаю, с чем. Ну, наверное, с вертолетом, вот как сейчас, иметь вертолет у себя просто, блядь. И летать на вертолете, блядь. Или на частном самолете. Где-то вот так вот было приблизительно. Ну, думаю, поняли, да, вот внедорожники, вся вот эта хуйня, погнали дальше. Вот так вот мы плавно подошли к двум последним местам, на которых я расположил в предпоследнем месте два тоже автомобиля. Это BMW пятерка в 3/4 кузове, охуительный шикарный автомобиль, в нашей семье он был, сейчас расскажу. И Mercedes 124 кузов, который тоже, ну, не хуже. На этих автомобилях двигались уже самые там приближенные к верхушке всяких ОПГ и так далее. Вообще, блядь, такие машины, как бы, ну, честным путем, мне кажется, в 90-е купить было нельзя. Простому работяге, естественно, они были недоступны. Вот эти машины вот в то время можно было сравнить, не знаю сейчас с чем, ну, блядь, ну с какой, ну, действительно, вот Панамерой, что-нибудь такое, вот, ну, вот, что сейчас ездит. Сейчас никого не удивишь иномаркой. Сейчас как Жигули ездят вот эти вот все вот Рио, там, Солярисы. Они как Жигули в те времена, как бы, блядь. Вот. Что рассказать? Вот я, допустим, я ездил на ней только в детстве. Вот, на 3/4 кузове BMW. Не на кузове, на самой машине, блядь, 525. Я не помню, честно говоря, что это за машина, но я помню, что она охуительная. Я имею в виду, я не помню, какие там характеристики, как она ехала, там, хорошо или плохо, там, потому что я на ней учился ездить. У нас в семье сначала была пятерка, там, хуй знает сколько-то лет у нас был, потом не было машины, потом у нас была девятка, я на ней тоже учился ездить. После девятки появилась Бэха, моя мама жила с одним, как бы, участником ОПГ, на тот момент московской. Об этом всем, кстати, я рассказываю в своей биографии, если кто не в курсе, кто просто забрел случайно на этот ролик. Вот. И вот он купил себе вот эту вот BMW на автомате, блядь, 525-ю, серебристую. Пригнал ее там, вот, наверное, там из Германии, наверное, откуда еще-то, блядь, хуй знает. Короче, она была практически новая. И вот, ну, пиздец, мы на ней, блядь, ездили в то время, блядь, и как-то, ну, в Москве еще так вот более-менее, иномарки уже, как бы, ну, это был год, наверное, 99-й где-то вот так вот, да. В Москве, как бы, уже стало более-менее там появляться вот это все, там, да, западное, блядь, западный весь автопром. Вот, что нельзя сказать о Рязани, откуда я родом. Вот когда туда мы приезжали, там просто пиздец. Нас не то что смотрели, блядь, там, не знаю, как на кого, блядь, ёпта, но блядь, нас тормозили просто на каждом посту, каждый мент, я не знаю, даже, наверное, блядь, участковый какой, нахуй, просто шел и бросался на эту машину, проверял документы, там не просто проверяли документы, там по полной программе залезали, блядь, с этой хуйней, не перебита ли она, не спизжена ли она, то есть, ну, для них это было, я не знаю, как что там увидеть, седьмое чудо света в то время, блядь, вот.
В общем, мы на ней сколько там ездили, я не помню, что потом с ней случилось. Короче, тачка это охуительная, и в свое время она была просто, ну, пиздец. У моего соседа по дому, у бати, был в то время 124-й Мерин. Я в нем даже внутри никогда не сидел, ребят. Но я не сомневаюсь, что эта машина не хуже. Может быть, по каким-то драйверским там характеристикам она, конечно, уступает. Но я не думаю, что она там, ну, прям хуже на порядок. Я думаю, может, она там... Мерседес, он же пищит типа по комфорту, блядь, считается. Вот. Ну, там хуй его знает, короче, блядь. Что-нибудь там напишите мне, если знаете какие-то плюсы, минусы тех моделей или той марки, или другой. Ну, что о нем сказать? Ну, Мерседес, блядь. Ну, Мерседес, он всегда будет Мерседес. Мерседес это статус, блядь. Просто. Если ты говоришь, какая у тебя машина, ты говоришь, у меня Мерседес, ну, все, пиздец. И не важно, что хоть у тебя, блядь, там, не знаю, ведро, блядь, 80-х годов, блядь. Одно только название Мерседес что стоит. В то время, да, это... Бля, я на самом каком ездил Мерседесе? На 201-м, на самом, ну, такой вот, если брать такой старый, да. Ну, вот у меня у кореша был 201-й. Бля, мне понравился. Я не сомневаюсь, что 124-й, блядь, чем-то хуже. Вот. Ну, в принципе, все. Давайте подытожим. Первое место у нас занимает автомобиль. Тоже Мерседес. Я думаю, вы все прекрасно поняли, к чему я веду, к чему весь этот выпуск. 140-й Кабан. Его еще в то время называли 600-й. Он фигурировал во множестве анекдотов про новых русских. Там, не знаю, во всяких фильмах, криминальных сводках и так далее. Ну, блядь, я не знаю, что об этой машине говорить. На ней ездили в то время только бандиты и правительство. Разных стран причем, не только нашей страны. Я не знаю вообще, кто себе мог позволить этот автомобиль. Ну, естественно, они были, да, до сих пор как бы они ездят по нашим дорогам. Я до сих пор с опаской смотрю на эти машины, когда кто-то едет. Я видел недавно такую машину с номером ВОР 3 семерки. Вот, московским регионом, кстати. Вот. Ну, что не сказать. Ну, блядь, танк, не знаю. Ну, блядь, ну просто там, не знаю, слов нет. С чем ее можно приблизительно сравнить сейчас? Феррари? Ну, сомневаюсь. Ну, приблизительно, вот по цене. Блядь, ну хуй знает. Ну, даже, ну, не то, что там, не знаю. Ну, действительно, может быть, какой-нибудь Боинг 747, если у тебя стоит просто в ангаре. Вот так приблизительно можно сравнить то, что у тебя был в 90-е, блядь, вот этот вот Кабан, Мерседес. Больше добавить, в принципе, нехуй, бля. И в нем я не был, слава богу, и не хочу даже, честно говоря, блядь. Ну, только если какой-нибудь там коллекционер меня пригласит, скажет, блядь, вот, Серег, посиди, посмотри, блядь. Вот. И то, я уверен, что каждая такая машина в России имеет свою историю. И такую нехорошую для кого-то. Вот, в принципе, и все. Ну, что я хотел сказать. И, в принципе, все. Больше не знаю. Если есть что добавить, пишите в комментариях. Блять, ВК, Инстаграм, все как сказал уже. Ссылка на шматье тоже будет в описании. На мой второй канал. Там выходят другие ролики, там поездки, там, ну, короче, влоги, лайв-канал. Что, ну, в принципе, все, наверное. Можете подкинуть тему какую-то для следующего ролика. Буду вам признателен. А так, давайте. До новых встреч. С вами был Миша Выплюшка. Увидимся.